Привет, друзья! Сегодня будем вязать крючком квадратную наволочку на подушку. Узор вяжется достаточно быстро и просто, вязка получается плотной, поэтому хорошо подходит не только для подушек, но и для пледов, покрывал, сидушек на стулья, а также одежды. Для этого узора можно взять подушку любого размера. У меня, например, ширина подушки 40 см, высота тоже 40 см. Для вязания я взяла нитки примерно одной толщины. В 100 граммах 180 метров. Это довольно толстая пряжа, что для меня подходит. Крючок использую специальный для толстой пряжи 5,5 мм. Вязание начинаю, как обычно, с первой воздушной петли. Для этого завожу нитку внахлёст и делаю первую петельку. Теперь захватываю крючком нитку и протягиваю сквозь эту петельку. Продолжаю точно так же. Захватываю крючком нитку рабочую и протягиваю сквозь петельку. Снова захватываю и протягиваю сквозь следующую петельку. И так продолжаю плести косичку до тех пор, пока не наберется достаточное количество петель. Набрать нужно такое количество петель, которое делится на 5 без остатка. Например, я наберу для начала 100 петель и посмотрю, хватит ли этого количества. У меня получилась вот такая косичка. Теперь я беру подушку и обматываю косичкой вокруг нее. Вот, как видно, длины как раз хватает. Беру второй конец косички и присоединяю к началу вязания. Ввожу крючок в первую петлю косички и делаю соединительный столбик, для того, чтобы нашу косичку замкнуть в круг. Продолжаю вязать по кругу. Ввожу крючок в следующую петлю, вытягиваю одну петельку и провязываю 2 вместе. Получается столбик без накида. Ввожу крючок в следующую петлю, вытягиваю рабочую нить и провязываю 2 вместе. Такие столбики без накида я буду вязать дальше в каждую петлю первого ряда. Таким же самым образом нам нужно провязать весь первый ряд, пока мы не вернемся к моменту начала нашего вязания. Вот к этому месту. Вот я практически довязала до конца первый ряд. Осталось пару петелек. Все, ряд окончен. Теперь точно так же по кругу провязываю еще один ряд этой же самой ярко-зеленой нитью. Во втором ряду, так же как и в первом, вяжем столбики без накида. Еще обратите внимание на очень важный момент. Вяжем мы всегда за верхнюю полупетлю. В каждой петле воздушной есть нижняя и верхняя полупетля. Я вяжу за верхнюю полупетлю, то есть ввожу крючок в серединку, вот сюда, в серединку петельки, и захватываю верхнюю полупетлю. В серединку и захватываю верхнюю полупетлю. Продолжаю вязание по кругу, пока не довяжу до вот этого места, откуда у нас начиналось вязание. Итак, я практически провязала второй ряд, подошла к началу вязания. И довязываю последнюю петлю. Так, все, второй ряд окончен. Теперь буду присоединять нитку другого цвета. Беру нитку в левую руку, ввожу крючок, как обычно, в следующую петлю, захватываю нитку нового цвета и провожу через ту петельку, которая у нас уже была. Подтягиваю новую нить за кончик, чтобы закрепить. Продолжаем плетение этой же самой ниткой нового цвета. Второй, третий столбик без накида и четвертый столбик без накида. Теперь буду формировать узор. Делаю накид и теперь завожу крючок не в следующую петельку сверху, а в ту петельку, которая под ней, то есть вот сюда. Захватываю рабочую нить, вытягиваю один раз, провожу через 2 петли второй раз и еще раз провожу через 2 петли, это у нас третий раз. Получается вот такой столбик декоративный. Теперь внимание! У меня сейчас нитка была зацеплена за вот эту петельку. Следующую петельку я пропускаю и ввожу крючок вот сюда. При этом перевожу рабочую нитку за вязание.
И делаю обычный столбик без накида. Это первый столбик, в следующую петлю второй столбик, третий и четвертый. Теперь снова делаю такой же самый рисунок уже здесь. Делаю накид, завожу крючок не сюда, а под низ. Вытягиваю один раз, второй раз и третий. Вот получается вот такой узор. Снова отсюда выходит у нас из этой петельки вязания. Следующую пропускаю и ввожу крючок вот сюда. Вот она. Обычный столбик без накида сделала один. Следующую второй. Следующую третий столбик без накида и четвертый. И снова делаю такой же декоративный столбик, как вот эти два. Еще раз покажу, а дальше до конца будете вязать самостоятельно. Так, делаю накид, завожу крючок в нижнюю петельку, то есть один ряд я пропускаю и завожу вниз. Захватываю рабочую нить, вытягиваю первый раз, протягиваю через 2 вместе второй раз и протягиваю через 2 вместе третий раз. Снова одну петельку пропускаю и ввожу в следующую, вот сюда. Захватываю один раз и делаю обычный столбик без накида. Это первый столбик, второй, третий, четвертый. И пятый столбик мы не делаем, а снова делаем вот такой декоративный столбик в нижнюю петлю. Дальше вяжем самостоятельно по кругу, пока не довяжем до вот этого места, откуда начиналась нить нового цвета. Третий ряд окончен, и теперь мы переходим на четвертый. Сейчас я пропускаю одну петельку и делаю столбик без накида в следующую петлю. Это первый столбик, второй, третий, четвертый. Теперь буду делать такой декоративный длинный вытянутый столбик вот сюда, через один ряд вниз. Набираю накид и захватываю нижнюю петельку вот таким образом. Захватываю рабочую нить, вытягиваю первый раз, провязываю 2 вместе и второй раз провязываю 2 вместе. У нас получился вот такой скошенный узор. Теперь снова одну петельку пропускаю и ввожу крючок в следующую петлю. Один столбик, второй столбик без накида, третий и четвертый. Теперь делаю такой же скошенный узор вниз. Набираю накид и захватываю вот эту вот петельку, завожу за нее рабочую нить и делаю обычный столбик с одним накидом. Снова одну петельку пропускаю и завожу крючок в следующую петлю, для того чтобы сделать обычный столбик без накида. Это первый столбик, это второй столбик без накида, третий, четвертый и снова делаю скошенный столбик вниз. И вот такой формируется узор. Дальше точно так же продолжаю вязать по кругу, пока не дойду до вот этого места, то есть к началу вязания. Если по ходу вязания попадаются узелки, мы их просто прячем на внутреннюю сторону, вот так. Провязываем третий ряд тем же цветом, повторяя тот же самый узор. Итак, вот я доплела ряд до конца, и теперь можно примерить наше вязание на подушку, для того чтобы посмотреть, не слишком ли плотно идет вязка. Я вижу, что все хорошо, можно продолжать вязание дальше. Дальше вязание повторяем с новым цветом, то есть каждый новый цвет нити будем вязать 3 ряда. Когда вязание почти окончено, мы надеваем чехол на подушку и смотрим, сколько еще нужно провязать. Ну вот, как раз можно довязать еще 3 фрагмента разных цветов. Когда чехол связан, нужно соединить его с правой и с левой стороны. Я беру иглу с широким ушком и просто прошиваю по краю, захватывая обе стороны подушки. С противоположной стороны чехла я пришиваю пуговицы.
Петельки делать не нужно, просто продеваем пуговицы в отверстие между вязкой. Чехол на подушку готов. В следующем мастер-классе мы будем вязать также наволочку на подушку, только спицами. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!